Ну что, всем снова привет. В общем, это видео будет посвящено, опять же, доработкам Harley Davidson. На этот раз у нас будет подработка выхлопа. В общем, каким образом я решил доработать выхлоп? Есть два пути и два варианта, как дорабатывать выхлоп на Harley Davidson, как минимум на 103-м моторе. То есть это вариант либо полный выхлоп, то есть меняется вообще все. То есть вот эти две трубы убираются и полноценный выхлоп. Есть второй вариант. То есть он больше направлен для получения необходимого звука. То есть меняется только вот эта часть. Называются они слипоны. То есть вот эта часть снимается, ставится от какого-нибудь другого производителя брендового и получаете звук. При замене слипонов мотоцикл шить не обязательно. То есть он, в принципе, будет работать без ошибок, но получите другой звук. Это, как правило, вариант дешевле, ну и более универсальный. То есть, если я сейчас, допустим, я заказал слипоны от производителя Reinhardt, или Reinhardt, как правильно, может быть, я ошибаюсь, если что, можете поправить, я не сильно обижусь. То есть, вот эту часть снимем, я думаю, что сам справлю, и поставим часть, которую я купил. Долго не знал, в каком исполнении выбрать. В черном, хромированном. Хотел, честно говоря, в хроме, потому что у меня мотоцикл серебристого цвета. Думал, что хром подойдет больше. Но, опять же, стандартный выхлоп у меня защищен вот этой накладкой. И, в принципе, черная. И вроде бы как смотрится гармонично. Поэтому слипоны заказал тоже черные. Купил. Ну, как заказал? Просто из того, что было, я выбрал тот вариант, который был в наличии. И не нужно было ждать 2-3 месяца, пока доставят из Штатов. Так, что? Я думаю, что сейчас, наверное, заведу. Послушаем, как звучит мотоцикл на штатном выхлопе. Это будет больше для сравнения, потому что, не знаю, микрофон айфона передаст звук или нет. Ну, как-то передаст. Так мотоцикл звучит на штатном выхлопе. Неплохо для дальничка, но нет харизмы. А нужна харизма для такого мотоцикла. В общем, сейчас у меня подъедет товарищ. Попробуем заснять еще звук на ходу для сравнения. А следующая часть потом уже с помененным выхлопом. Опять же, слипоны крутая вещь в том, что если не устраивает громкость выхлопа или надо ехать на дальняк, поменял на штатный, чтобы по ушам не било. И все опять классно. Приехал. Привет. Давай.
Ну что, вот я и забрал Reinhardt Racing Performance Slip-On Mufflers. Будем менять вот эти штуки на вот это. Так, сейчас попробуем достать и посмотреть. Опа. Хочется все и снять. Так. Ну, по габаритам они сразу, замечу, они меньше штатных. Но они 3 дюйма должны быть. А штатные я замерял где-то 8 сантиметров в дюймы. Перевести это сколько, не знаю, 3,5, 3,25, а эти 3, то есть чуть-чуть будут. Они подлиннее. Хотя, да, чуть-чуть, наверное, будет длиннее штатного. И надпись Reinhardt. Что там хоть внутри? Так. В общем, как-то они там внутри выглядят тоже прикольно. То есть вот это место как-то вот так будет, то есть они будут чуть-чуть подлиннее штатных, буквально, может быть, на сантиметр, но чуть-чуть поуже. Прикольно. Так. Так, убрать его греха подальше. Это будет очень неприятно повредить, не установив. Так. Так, ладно, сейчас попробуем распаковать. Ну что, с горем пополам я справился. Так, в общем, 2 банки вот эти Mufflers и крепеж. Так, но на мотоцикле я только что прокатился, поэтому выхлоп, скорее всего, невероятно горяч, а у меня нет желания ошпарить себе руки, поэтому с установки я вернусь чуть-чуть попозже. Думаю, что ничего сложного. По идее, здесь вот болты и там болты. То есть где-то снизу должны быть 2 болта. Да вот они. Вот эти 2 болта. Вот эти 2 болта. И зажим. И все. Так что думаю, что все это будет несложно. Главное, чтобы болты открутились. Так что я пока пошел на прогулку, чуть позже вернусь к установке. Все, до встречи. Так, ну что, попробуем приступить.
Так, ну что могу сказать. Снял я эти две банки. Короче, та, которая ближе к колесу, дальняя, ее снимать было, конечно, полегче. А та, которая ближе к двигателю, там, видимо, гайки раскручиваются вообще без проблем. А вот именно само крепление к трубе, которая идет дальше цилиндра, там, конечно, и прикипели. Пришлось, конечно, постучать и где-то и молоточком, постучать и ВДшкой. Короче, не так быстро это все происходит, как хотелось бы. Но около часа я на все это время убил. Так что... Так, что могу сказать сразу? Это вот новые банки, слепоны, мафлеры. А это вот оригинальные по весу, оригинальные потяжелее будут. Они и пошире, и потяжелее. То есть если вот даже по размеру сравнивать, так, ну по длине, хотя по длине приблизительно то же самое, но они чуть-чуть, конечно, поуже. То есть, ну посмотрим. Сейчас, я думаю, потихонечку их наденем. Так. Ну что, остался еще один слепон. Мафлер. Закончил еле-еле, как бы не без косяков. Блин, здесь в чем была сложность? Стандартный глушитель, вот этот наконечник вот здесь прикипел. Пришлось, конечно, немножко и молотком поработать, и ВДшечкой позаливать, чтобы, ну, минут 20-30 я залип, чтобы снять старый слепок. Этот установился вообще без проблем, а вот этот чуть-чуть не подходили крепления вот этих болтов. То есть здесь, видимо, до меня кто-то расширил отверстие для болта, а здесь я чуть-чуть расширил, чтобы посадить, потому что этот слепон упирался вот здесь. Уже я их немножко расширил, конечно, уже до предела. Пришлось немножко просверлить побольше отверстия. Ну, в общем-то, вот так. Если невооруженным взглядом смотреть, то, в принципе, от стока визуально не сильно отличаются.
Ну что, подытожим по поводу звука. Мотоцикл стал, конечно же, теперь заметно громче, звук стал более прямоточным, и есть такие небольшие прострелы при сбросе газа. То есть мотоцикл так немножко как бы булькает. Ну, в принципе, что хотели, того добились. Харлей теперь звучит, как должен звучать Харлей. Хотя мы ограничились только установками одних, только прямоточных слепонов или, как называется, баночек вот этих. Но есть определенный нюанс. То есть на низких оборотах он звучит, мотоцикл, очень прямоточно, но под определенной нагрузкой, приблизительно где-то от 2000 оборотов до 3, звук немножко начинает резонировать. Сначала мне было это не очень понятно, из-за чего это все происходит, но когда я приехал к Лехе в сервис Потато, мы провели некий такой эксперимент. То есть при откручивании ручки газа здесь есть определенный вот такой... Мотоцикл горячий, да, чуть-чуть обжегся. Здесь есть клапан, который, как я думал, он открывает эту выхлопную трубу, ну, как-то там приоткрывает заслонку. Оказывается, этот клапан закрывает вот эту прямоточную банку. То есть, грубо говоря, при резком открытии газа, классный автобус, при резком открытии газа этот клапан закрывает вот эту выхлопную, ну, банку, слепон, и выхлоп отсюда никакой не выходит. А здесь есть также труба, которая, как я думал, является просто креплением выхлопной системы. Однако эта труба соединяет всю эту систему в единое целое. То есть, грубо говоря, когда вы открываете ручку газа, резко открываете ручку газа, этот клапан, он перекрывает одну выхлопную трубу, и через эту тавтологию, да, соединяет систему воедино. То есть система превращается в такую технологию, как 2.1. Не знаю, для чего это сделано, но почитал, посмотрел, возможно, это сделано для увеличения производительности двигателя, для увеличения его мощностных показателей. Вот так вот. Казалось бы, Харлей просто какой-то старый олдскульный мотоцикл, просто железный и топорный, однако в нем есть очень много всяких технологий, которые на первый взгляд и не видны, и даже не почувствовать.